Альянс расследователей Беларуси совместно с киберпартизанами и Белорусским фондом спортивной солидарности представляет. Всем привет! Это Альянс расследователей Беларуси. В этом видео мы покажем вам изнанку белорусского спорта, а точнее противозаконные и совсем не спортивные увлечения тех, кто стоит во главе этой сферы. Вы услышите и увидите неопровержимое доказательство коррупционных схем в строительной области, в которых замешано руководство Национального олимпийского комитета и другие высокопоставленные чиновники. А также расскажем вам, какой подарок подданные Лукашенко собираются преподнести, а точнее построить ему за наш с вами счет. Для начала взгляните на оперативную съемку за 13 апреля этого года, предоставленную нам киберпартизанами. Понял. Так, держите тогда. 5 по 10. То есть все, я пересчитывал, поэтому это как бы из банка. Хорошо. Тогда буду ждать от вас новостей. А теперь для прояснения перенесемся в суд Московского района города Минска, где в нынешнее время рассматривается уголовное дело по обвинению во взятках, мошенничестве и хищениях $1 миллиона США. На скамье подсудимых тот же человек, который на видео складывал деньги в свою сумку, хоть он и пытается скрыть свое лицо от телекамер и фотообъективов. Казалось бы, стоит порадоваться, что правоохранительная система Беларуси наконец-то занялась выполнением своих обязанностей, а не преследованием граждан по политическим причинам. Но поводов для радости особо нет. В этом деле свои подводные камни. Итак, обвиняемый некто 44-летний Александр Косач. Как скромно оглашается в суде, человек со средним образованием, являющийся одним из основателей концертного агентства Jet Sound. Но мы-то не станем скромничать и распишем действительную картину заслуг этого человека. Кроме организации знаменитых фестивалей «Рок за Бобров», Армин Онли, Трансмишн, Космос Наш и так далее, Александр Косач является членом Либерально-демократической партии Беларуси, а также очень близким другом и помощником депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича. Значит, между нами Александр Леонидович, он же вам дал визитку, да, что он зам этого Гайдукевича. Да, зам. Ну, это его общественная работа. Он это самое, в комитете Национальном собрании депутат и так далее, и так далее. Он это самое. Но мы с ними работаем, я знаю, в тесной связке мы работаем, идет работа. Было время, и предприимчивый мужчина катался как сыр в масле, более 20 лет занимая привилегированные позиции на рынке по организации концертов в Беларуси. Он считался настоящим титаном этого бизнеса, однако сетовал на отсутствие у белорусов культуры посещения фестивалей. Да, организация концертов – дело хлопотное, а с наступлением пандемии, помноженной на политический кризис, стало еще и неблагодарное. Концерты отменяются, переносятся, отдельные группы исполнителей вообще подпадают под почти уже гласный запрет в самый последний момент. Саша, привет. Скажи мне, пожалуйста, очень быстро мне отвечай. Не мига, это же наши белорусы, правильно? Да, это они, причем очень... Скажи, пожалуйста, они не БЧБшники? Ты же самый белый цветок в самой красной крови. Лепестки белого цветка так и не увидят воли. Сейчас, они попытаются их как бы от этой истории отмазать. А бизнес дорогостоящий, да и работающий в формате авансов. Рекламу нужно покупать за год до выступления, оплата гонораров, аренда площадок и оборудования – все заранее. А в случае отмены концертов еще и деньги за билеты приходится возвращать. Похоже, пандемия подкосила основной бизнес Косача, поэтому он стал использовать любые возможности заработать много и быстро для погашения накопившихся долгов. Тушенка, курятина, нефтепродукты и прочие товары, которые неожиданно в Беларуси стали дефицитными. В ход пошло все без разбора. Главное – скорость оборота и навар. Первое Минское я должен был забрать курей вчера, чтобы они куда, не слили. Я там сейчас позвоню, бронь поставлю, но это надо все делать оперативно. Я все понимаю, тороплю, я с точки зрения финансов и конечного покупателя, я договорился. Слушай, еще вопрос, я тебя спрашивал, так а битум нам на Якутию не дадут? Нет, только на Украину. Я связался с Калининградом, они мне могут сделать 525-ю банку за 80 рублей. И они готовы на постоянку работать? Да.
Да, даже можем слепить свой бренд там. В свободной реализации любых денежных идей помогало удостоверение помощника депутата Гайдукевича. Такая корочка открывала Александру двери в любые чиновничьи кабинеты, чем он не стеснялся пользоваться. Однако, тем не менее, ни она, ни знакомство с влиятельными друзьями не уберегли его от теперешнего нахождения под следствием. Система беззакония рано или поздно оборачивается спиной к своим же. Предположительно, причиной тому стали обещания, которые Косач в последнее время любил раздавать, но не любил сдерживать. Александр Леонидович, я вошел в вашу ситуацию уже на протяжении 4 месяцев. Я в ней нахожусь. Я больше вам звонить не буду, я просто включаю тогда, значит, вот эти механизмы. В понедельник включайте, а в пятницу я вам доложу об оплате. Видимо, в пятницу деньги не поступили, и на противоправные сделки Косача перестали закрывать глаза. В результате он был задержан сразу после одной из встреч, связанной с одним из самых высокодоходных и крайне мутных с точки зрения прослеживаемости финансовых потоков бизнесом – строительным. Без этого у нас ничего не получится. Это почему? Потому что желающих много. Дело в том, что застройщики, особенно в Минске, буквально дерутся за участки под жилищное строительство, причем оставшиеся в качестве объедков после братьев Каричей. Решить проблему коррупции в сфере выделения земли должна была система аукционов, но сохранившееся право бывшего президента Беларуси отдавать участки в столице единоличным решением фактически создало параллельный рынок недвижимости. За участие именно в такой схеме наш герой оказался на скамье подсудимых. Благодаря использованию своих связей наверху, он планировал решить вопрос для компании «Столица Стройинвест» под руководством некоего Юрия Михайловича Жуковского, который очень хотел заняться застройкой квартала в районе улицы 2 и 6 линия, что недалеко от знаменитой Комаровки. Но уже к моменту встречи с Косачом сотрудничал со спецслужбами. А дома наши размещаем вон там и вон там по 6 линии. Туда заворачиваем 6 линии. И у нас получается пока 4, но может даже и 5. Но пока 4 дома, вместо 3 – 4 дома. А теперь внимание! В ходе расследования нам удалось выяснить, что получить землю под строительство можно, хотя нет, даже было нужно через 2 структуры – НОК и администрацию президента. Дела, так сказать, самого высшего уровня. Ведь до недавнего времени во главе Олимпийского комитета стоял сам Лукашенко. А с начала этого года его старший сын. Передаю вам своего старшего сына. Я обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. Так вот, у Александра Косача как раз и был особый доступ в эти кабинеты. А еще связи с архитектором Галерко Александром Николаевичем, который является вторым непосредственным участником встречи, зафиксированной на камеру. Именно он, кстати, 13 апреля 2021 года в кафе «Гурман» нарисовал целую схему проворачивания сделки. Леонидович, мы даем 50, он занимается подготовкой указа. Да. Ну, делает все. 25 много. Это Галенок. Но Дмитрий Александрович, первый зам. Дмитрий Александрович написать ходатайство. Потому что его отец сказал, бери деньги откуда угодно, но в стройку не лезь. Это не твои дела. Мы дали 3 объекта: полигон, этому заму полигон дали, Малиновку дали и Цнянку дали. Значит, и нам надо написать сейчас написать предварительный договор с НОКом о спонсорской помощи, об оказании помощи тогда в размере, наверное, 600 тысяч напишем. Сказали, достаточно. И что, эти 600 тысяч будут до этого? Нет, сначала подпишут все указ, потом мы получим потому что я уже подумал, что наперед. Нет, получим землю, понимаете, оформим все, и тогда только здесь уже все договорено. Ну вот его, этого первого зама, очень серьезная была нам поддержка. Другими словами, Косач и Галерко гарантировали Жуковскому быстрое решение вопроса и выделение участка в центре города. Взамен необходимо было оказать спонсорскую помощь НОКу, официально перечислив на счет 600 тысяч. Кроме этого, за оказываемые услуги Жуковский на первоначальном этапе должен был через Косача и Галерку передать благодарности в размере $75 тысяч. Часть этой суммы забрали бы себе в карман непосредственно сами посредники. Другая часть
стоимость предназначалась для начальника управления администрации президента Воробьева Николая Александровича за подготовку указа или распоряжения о выделении участка. И, наконец, третья часть ушла бы в карман заместителю президента НОКа, то есть заместителю Виктора Лукашенко Довгаленку Дмитрию Александровичу за подготовку ходатайства о выделении участка за подписью Виктора на имя его папы. Я обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. Вот и мы вот это уже говорили с Леонидовичем, с этим. Оставшиеся государства ждут. Подождут. Вот, с товарищами основными уже со второй части 50% будем работать. Можно к первому заму зайти, вот, к Дмитрию Александровичу. Зашли, пообщались. Он говорит, я занимаюсь инвестициями. У меня чисто спорт. Вот, инвестициями занимается вот товарищ. То есть он нас будет курировать? Да, помогать, курировать. Мало того, у него очень хорошие отношения с Виктором Александровичем. Он говорит, если надо что-то серьезное, я сделаю для вас. Я не собираюсь в какие-то следствия, видео разбираться в каких-то ситуациях. Я хочу сказать то, что касается моей фамилии, если бы она где-то звучала, этим вопросом занимается Следственный комитет. Только вдумайтесь, нельзя просто взять и перечислить НОКу спонсорскую помощь и построить все, что ты хочешь и где хочешь. Уже за право перечислить эту спонсорскую помощь тоже нужно дать взятку. Подскажите, пожалуйста, вам что-нибудь известно о коррупции в Национальном олимпийском комитете? Я прошу прощения, вы в не очень удобный момент звоните. А я сейчас занят. Это достаточно быстро, буквально на минуту. Я говорю, девушка, я занят сейчас, я не могу разговаривать. Хорошо, подскажите, когда вам можно перезвонить? В ходе переговоров, во время которых велась оперативная съемка, называлась и общая сумма взятки, которая должна была быть передана до окончания строительства – $1 800 000. Ну и это еще не все. Кроме многочисленных взяток прилагалась так называемая безвозмездная социальная нагрузка, то есть строительство уникального спортивного объекта, а именно крытого лыжного манежа. Стоит ли говорить о том, что в первую очередь это подарок главному лыжнику страны? Вчера совещание было большое по объектам, которые тоже сказали двинуть. Значит, манеж большой, лыжной роллиную трассу загорелся. 27 000 квадратных метров, там финская технология, загорелся, найдите инвестора, мы нашли. Он говорит, а что взамен? Он нам 4 объекта дал, офигенных в городе. Стоимость подобного объекта составляет около $13 миллионов. И сэкономить не получится. Остаточные деньги в случае чего отправятся в бюджет города и НОКа. То есть, подытоживая, за право построить несколько домов в центре города инвестор в обход официальных процедур должен был выложить почти $15 миллионов. Получается, что строительство настолько прибыльный бизнес, что можно легко разбрасываться такими суммами? Или за чей счет банкет? Ответ довольно ожидаемый. За счет нас с вами, то есть тех дольщиков, которые финансируют строительство квартир. Именно мы с вами дарим Лукашенко крытый манеж для круглогодичного катания на лыжах, потому что расходы на данный объект мастерски зашиты в сметы строительства, процентовки и прочие документы с цифрами, которые нереально проверить. Застройщик не может строить в убыток, а значит перекладывает эти расходы на конечного потребителя. Нам нужен объект. Ну, конечно. Нам объект надо, мы же должны заработать на объекте, а не машины. Но вернемся к тем фактам, которые нам удалось установить. Схема понятна и гениальна в своей простоте. Можете еще раз взглянуть на нее в творческой интерпретации Александра Галерки. Кстати, она вам ничего не напоминает? Что мы имеем? Фигуранты строительных махинаций установлены, но при этом в качестве обвиняемого один единственный косач. Как и самое главное, почему все остальные и, заметьте, известные следствию участники преступной группы избежали суда? Если вкратце, то Александр Галерка из-за удивительного стечения обстоятельств заразился ковидом в камере СИЗО и умер, так и не дождавшись суда. Остальных, вероятнее всего, отмазали. Довгаленко прикрыл Виктор Лукашенко, Воробьева Николая Александровича из администрации тоже нашлось кому прикрыть. А вот Косачу, к его сожалению, не смог помочь даже его близкий друг Гайдукевич, который, впрочем, и сам должен упоминаться в материалах дела. Я, чист как девственник перед всем. А кто там мою фамилию называет, я не знаю. Меня вся страна знает. Мало ли кто называет мою фамилию. Вот и все. Суд. Есть суд, который должен все объективно установить. Я всегда верил и верю в белорусское правосудие. У нас самый честный суд в мире. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
Какая разница, кого задержали? Ну, задержан завтра представителя Белой Руси в РСФ. Ну, я каждый год кого-то в партии задержу. Что? Нет уже видеозаписи, что я беру. И никогда не будет, потому что мне деньги не нужны. Меня их хватает. Вопрос на миллион. Является ли представленный случай единичным? Нет, это хорошо отлаженная система параллельного рынка недвижимости, созданного благодаря узаконенной коррупционной схеме. Точно по такой схеме строился ледовый манеж рядом со студенческой деревней. Тогда, в общем-то, это было преподнесено как социальная нагрузка на компанию Tripal, которая получила право построить этот знаменитый дом у Троицкого. Отдельного внимания заслуживает и идея крытого лыжного манежа, ведь договоренности по его созданию появились еще в 2018 году. Первоначально заказчиком объекта выступал НОК, а инвесторами Интехнострой Инвест и Совавтоинвест. В тот момент обойти закон по бумагам им помог бывший первый вице-президент НОК, напарник Лукашенко по хоккейной команде и его телохранитель Андрей Асташевич. И все уже было решено, но в апреле 2019 года Асташевича арестовали. Формально за старые грехи в бухгалтерии Раубичей. Сделка сорвалась. Согласно резолюции Лукашенко от 16.10.2019 функции заказчика, инвестора и одновременно строителя манежа передаются от НОКа специально созданной компании «Ски Строй Инвест», что интересно, с уставным фондом 100 рублей. Мы говорим «специально созданной», потому что учредителем компании «Ски Строй Инвест» является хоккеист Сергей Шитковский. Он же учредитель второй фирмы под названием «Заславль Строй Инвест», которая в свою очередь руководит ранее упомянутым Интехнострой Инвест. Получается, компании разные, а по сути все в руках одних и тех же людей. Взамен за строительство президентского объекта «Ски Строй Инвест» предоставляются участки под строительство многоэтажного жилья на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова. Без аукциона, без взимания платы за заключение договоров аренды, без соблюдения нормативов по парковочным местам и высотности зданий. А это, по сравнению с обычными условиями, экономия на минуточку почти в 5 миллионов долларов. Но снова не сложилось. Круглый год на лыжах по-прежнему не покататься. В 2020 году злополучная манежная история вышла на новый круг. В НОК приходит Виктор Лукашенко. И в марте Мингорисполком выдает «Ски Строй Инвест» акт выбора земельного участка для строительства жилья. Схема, оказывается, живая, то есть там Косач стал жертвой этой странной системы. Может быть, просто, скажем так, реально посчитали, что он оказался лишним. Казалось, что нелегитимный так и не дождется спортивного подарка от своих подданных. Но как раз во время работы над этим расследованием в Едином государственном реестре недвижимого имущества появилась информация о выделении участка под данный объект, а в СМИ новость о том, что строительство начнется уже в следующем году. И угадайте, какая же компания стала инвестором? Конечно же, та, о которой не раз уже шла речь. «Ски Строй Инвест». Сейчас она реализует проект ЖК «Белые сады» на Железнодорожной. Наверное, выиграла аукцион на строительство. Вообще, начало противозаконных схем с недвижимостью в НОКе уходит в далекий 1999 год. Тогда было принято решение о строительстве ЖК «Олимпийский», где часть квартир подарили олимпийцам, а часть продали на свободном рынке. Именно этот случай, пожалуй, послужил зарождением непрозрачного схематоза НОК Беларуси в сфере недвижимости. Напомним, что президентом комитета Лукашенко стал всего лишь в 1997 году. Не прошло и 2 лет, как это общественное объединение стало тонуть в коррупции и фигурировать в бесконечных уголовных делах, связанных со строительством. Еще одна история с дарением квартир победителям Олимпиады случилась в 2008 году. Тогда за подобное спонсорство компания Интехнострой получила участки под застройку. Другой пример в главной роли с той же компанией – строительство объектов в Раубичах, где долгое время руководителем был Асташевич. Надо понимать, что такой бизнес доступен не всем, а только близким друзьям и тем, кто вхож в хоккейную раздевалку, в которой магическим образом решаются вопросы. Прямо Нарния, но для своих. Сама штаб-квартира Национального олимпийского комитета, она строилась приблизительно по такому же принципу, то есть инвестору, иностранному застройщику московской компании предоставили землю под застройку, взамен за это он должен был построить здание штаб-квартиры Национального олимпийского комитета и то, что сейчас является гостиницей «Виктория Олимп». Но что-то пошло не так. В итоге была построена только штаб-квартира, гостиницу достраивал уже
город, и даже сама по себе, в общем-то, эта схема, она аукнулась бизнес-центру столицы в виде задолженности по налогам, которая выявилась в 2016 и 2017 году. Не случайно среди учредителей компании всегда можно найти хоккеиста. Например, Сергей Шитковский, контролирующий сразу 3 компании: «Скистройинвест», «Заславльстройинвест», «Интехностройинвест», Павел Белый и его «Топаз», Дмитрий Басков, «Дачстар». Этот список можно продолжать и далее, но смысл понятен. Вернемся же к случаю с Косачом. Мы установили имена и фамилии лиц из высоких кабинетов, фигурирующих в данном деле о коррупции, организованной самим государством. Подтвердили, что данное явление в НОКе зародилось с приходом семьи Лукашенко, что оно носит системный характер и регулярно заканчивается уголовными делами. Почему же за решеткой сейчас только один человек, а остальных выгодно было отмазать по решению на самом верху? Да потому что для них еще не время. А в папочке на полочке появился дополнительный компромат, обеспечивающий лояльность. Спортивные чиновники с запятнанной репутацией будут заниматься всем, чем угодно, но только не защитой прав спортсменов. С задержанием бизнесмена и политика Косача бонусом приложилось следующее. На радость конкурентам одним из организаторов концертов в Беларуси стало меньше, а партия Гайдукевича, которая колебалась в ходе протестов в Минске, а сам Гайдукевич даже покидал страну на несколько недель и говорил о расследовании в отношении случаев насилия, так вот, эта партия оказалась полностью под контролем. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Таким образом, вы поможете как можно большему количеству людей узнать правду о гнилом режиме нелегитимного президента. Если вы хотите поддержать нас, можете сделать это через реквизиты, указанные ниже. Если вы хотите связаться с нами, напишите нам на почту, используя VPN. Вместе мы победим! Помните, мы знаем все, мы делаем тайное явным, приближая неизбежное будущее. Живе Беларусь!